Вселенная необъятна, невообразимо необъятна. Миллиарды и миллиарды звезд усеивают космос, и каждая из них – потенциальное солнце для невидимых миров. Если хотя бы на малой доле этих звезд есть планеты, и на части этих планет зарождается жизнь, то Вселенная должна кишеть инопланетными цивилизациями. Тем не менее, мы не встретили ни одной. Это парадокс Ферми, вопиющее противоречие между высокой вероятностью существования внеземной жизни и абсолютным отсутствием доказательств ее существования. Молчание звезд тревожит. Оно шепчет нам глубокий вопрос. Неужели мы действительно одни в этом бескрайнем космическом океане? Или же есть другое, более тревожное объяснение великому молчанию? Ингредиенты для жизни, какой мы ее знаем, разбросаны по всей Вселенной. Углерод, водород, кислород, азот – эти элементы являются строительными блоками жизни, и они имеются в космосе в изобилии. Планеты также не уникальны для нашей Солнечной системы. Астрономы обнаружили тысячи экзопланет, вращающихся вокруг далеких звезд, и многие из них расположены в обитаемой зоне, где условия могут быть как раз подходящими для зарождения жизни. Учитывая огромные масштабы Вселенной и обилие строительных блоков жизни, кажется статистически невероятным, что мы одиноки. Законы физики и химии универсальны. Если жизнь возникла здесь, на Земле, при, казалось бы, случайных обстоятельствах, то, несомненно, она должна была возникнуть и в других уголках космоса. И все же молчание звезд не нарушается. Мы ищем признаки внеземного разума, сканируя небеса в поисках радиосигналов или других свидетельств существования развитых цивилизаций. Но наши усилия наталкиваются на зловещую тишину. Отсутствие каких-либо обнаруживаемых признаков присутствия инопланетян – глубочайшая тайна, которая не дает покоя ученым и философам на протяжении десятилетий. Одни предполагают, что инопланетные цивилизации могут намеренно скрываться от нас, возможно, из страха или желания избежать вмешательства. Другие полагают, что наши технологии просто недостаточно развиты, чтобы уловить их сигналы. Но есть и другая, более тревожная возможность. Что если причина, по которой мы не встретили ни одной инопланетной цивилизации, заключается в том, что их всех больше нет? Из глубин научных изысканий возникла пугающая возможность. Что если разумная жизнь, вместо того, чтобы быть редкой и неуловимой, на самом деле довольно распространена? Но что если сам факт достижения технологического прогресса сеет семена самоуничтожения цивилизации? Эта мрачная гипотеза набирает обороты в последние годы и предлагает отрезвляющее объяснение парадокса Ферми. Идея проста, но ужасна. Цивилизации по мере своего технологического развития неизбежно сталкиваются с растущей потребностью в энергии. Этот ненасытный голод доводит их до края пропасти, который в конечном итоге приводит к их собственной гибели. Этот сценарий бесчисленное количество раз разыгрывался на нашей собственной планете, где цивилизации возникали и рушились из-за чрезмерной эксплуатации ресурсов, деградации окружающей среды и конфликтов из-за сокращения запасов. Раздел 5. Энергетическая ловушка. По мере развития цивилизаций их потребности в энергии стремительно растут. Они строят разрастающиеся города, энергоемкие машины и сложные технологии, для работы которых требуются огромные объемы энергии. Этот ненасытный аппетит заставляет их эксплуатировать ресурсы своей планеты со все возрастающей скоростью, что часто приводит к катастрофическим последствиям. Сжигается ископаемое топливо, вырубаются леса, нарушается хрупкий баланс экосистем планеты. Последствия слишком хорошо знакомы. Изменение климата, загрязнение окружающей среды
истощение ресурсов – вот отличительные черты развитой цивилизации, находящейся на грани краха. Мы видим, как это происходит сегодня на нашей собственной планете, когда мы боремся с последствиями собственного бесконтрольного потребления энергии. Возможно ли, что эта же закономерность повторяется на бесчисленных других планетах по всему космосу, неизбежно приводя к гибели бесчисленных цивилизаций? Раздел 6. Термодинамика – непреодолимый барьер. Законы физики неумолимы, и один закон, в частности, бросает тень на перспективы долгосрочного выживания любой цивилизации. Второй закон термодинамики гласит, что в любой замкнутой системе, подобной планете, количество беспорядка или энтропии всегда увеличивается с течением времени. Проще говоря, все имеет свойство разрушаться, энергия рассеивается, а беспорядок возрастает. Этот закон имеет глубокие последствия для цивилизации. Потребляя энергию и производя отходы, они, по сути, увеличивают энтропию своей планеты. Это приводит к целому ряду проблем, от изменения климата до истощения ресурсов. И все это еще больше затрудняет выживание цивилизации. Это фундаментальное ограничение, с которым сталкиваются все цивилизации. И эта проблема может оказаться непреодолимой для многих. Раздел 7. Тысячи лет до вымирания. Недавнее исследование добавило веса гипотезе самоуничтожения. Ученые, используя математические модели, подсчитали, что цивилизации может потребоваться всего 1000 лет, чтобы довести себя до вымирания путем бесконтрольного потребления энергии. Исследование показало, что по мере роста потребления энергии цивилизацией растет и нагрев ее планеты. Это может привести к безудержному парниковому эффекту, сделав планету непригодной для жизни и уничтожив цивилизацию, которая его вызвала. 1000 лет может показаться долгим сроком, но по космическим меркам это всего лишь мгновение. Если именно такая судьба постигает большинство технологических цивилизаций, это объясняет, почему мы до сих пор не встретили ни одной из них. У них просто не было достаточно времени, чтобы распространиться и заявить о своем существовании, прежде чем они пали жертвой собственной, причиненной ими же самими гибели. Раздел 8. Вслушиваясь в голоса призраков. Если гипотеза самоуничтожения верна, то поиск внеземного разума приобретает совершенно новый смысл. Вместо того, чтобы искать сигналы от процветающих инопланетных цивилизаций, мы, скорее всего, найдем отголоски их гибели. Остатки их технологий, дрейфующие в космосе, словно безмолвные надгробия, могут быть единственным доказательством того, что они когда-либо существовали. Эти призрачные отголоски вымерших цивилизаций преподали бы человечеству ценные уроки. Они стали бы суровым предупреждением об опасностях бесконтрольного технологического прогресса и о важности поиска устойчивого пути развития. Изучая ошибки наших космических предшественников, мы могли бы избежать той же участи. Раздел 9. Проблеск надежды. Хотя гипотеза самоуничтожения рисует мрачную картину, она не лишена надежды. Возможно, что некоторые цивилизации, благодаря изобретательности или, возможно, простому везению, сумеют справиться с трудностями технологического прогресса и достичь устойчивого баланса со своей планетой. Эти цивилизации, извлекшие уроки из своих ошибок и нашедшие способ жить в гармонии с окружающей средой, стали бы маяком надежды на бескрайних просторах космоса. Обнаружение доказательств существования таких цивилизаций стало бы грандиозным открытием, дающим проблеск надежды на то, что и человечество сможет найти способ преодолеть проблемы, угрожающие нашему собственному выживанию. Это было бы свидетельством стойкости жизни и способности разума находить решение даже самых сложных проблем.
Раздел 10. В поисках баланса. Поиск внеземной жизни – это в конечном счете поиск самих себя. Это стремление понять свое место во Вселенной, извлечь уроки из успехов и неудач других цивилизаций и проложить курс для будущего человечества среди звезд. Если гипотеза самоуничтожения чему-то нас и научила, так это тому, что это будущее не гарантировано. Выбор, который мы делаем сегодня как вид, определит, пойдем ли мы по стопам бесчисленных вымерших цивилизаций, или же проложим новый путь к устойчивому будущему. Проблема огромна, но и награда велика. Если мы научимся использовать мощь технологий, уважая при этом хрупкий баланс нашей планеты, то, возможно, только возможно, мы сможем создать будущее, в котором человечество не только выживет, но и будет процветать среди звезд. Раздел 11. Наше будущее среди звезд. Вселенная – это бескрайнее и загадочное место, полное чудес, которые еще предстоит открыть. Поиск внеземной жизни – это путешествие в неизвестность, которое способно изменить наше представление о себе и своем месте в космосе. Независимо от того, найдем ли мы доказательства существования вымерших цивилизаций или, вопреки всему, столкнемся с процветающим инопланетным обществом, сам по себе поиск, несомненно, преподаст нам ценные уроки о природе жизни, разума и трудностях, связанных с управлением сложной технологической цивилизацией. Звезды манят, и будущее ждет. Давайте же двигаться вперед с мудростью, смелостью и глубоким уважением к хрупкому равновесию жизни на нашей голубой планете и всех миров, которые могут лежать за ее пределами. Ибо в великом гобелене космоса даже самый слабый проблеск надежды может осветить путь к светлому будущему.